Вот. Тут вопрос в том, а как правильно приоритизировать? Потому что если у тебя, как ты сказал, два линуксовых сервера, 20 рабочих станций под управлением Windows, то тут, в принципе, можно и не заниматься приоритизацией. Но если у тебя 1500 серверов, какие-то у тебя на периметре стоят, какие-то у тебя в DMZ, какие-то во внутренней сети находятся, то еще необходимо, наверное, правильно понимать, какие уязвимости, где наиболее приоритетно патчить. Да, в общем, это абсолютно верный вопрос, хороший, как приоритизировать. Потому что, ну, как бы естественный способ, если вот мы смотрим уязвимости CVE-шные, да, до которых есть CVE-идентификатор, для них в National Vulnerability Database американской, практически для всех, появляется CVSS Base Score, то есть оценка уровня критичности уязвимости, которая рассчитывается, человек там заполняет, заполняет опросник, там типа удаленно эксплуатируется, нет, эксплойт есть, нет, ну в общем, да, нет, в общем, или нет, вот, заполняет опросник, а в результате получает CVSS вектор, это такая вот строка, в которой можно смотреть на характеристики этой уязвимости. И CVSS Base Score – это, собственно, оценка от 0 до 10, насколько она критична. Ну, как бы естественный способ как бы приоритизации, в общем, как бы. Но иногда этот способ дает не очень хорошие результаты, потому что вот был пример уязвимости OpenSSL Heartbleed, например, и у нее был уровень средний. Хотя это была массово эксплуатируемая уязвимость, весь интернет просто на ушах стоял, что же делать, все, безопасности конец. Но по факту вот иногда CVSS дает не вполне адекватные результаты. Хотя вроде как все заполнено верно, а вот base score получился маленький. Поэтому многие исследователи говорят, давайте будем учитывать еще эксплуатабельность. Что наличие эксплойта публичного, доступного там, в метасплойте или в другой базе, это гораздо более важная характеристика, чем там CVSS Base Score. А в самом, как бы, в самом векторе CVSS наиболее важная часть – это вот эксплуатируется он удаленно или не эксплуатируется. Вот, потому что если уязвимость там удаленно эксплуатируема, то, соответственно, злоумышленник может использовать ее для получения первичного там, доступа к сетевому хосту. И это наиболее опасно считается. Но вообще, да, действительно, вот, приоритизация – это очень такой сложный процесс. Ну, наверное, еще необходимо учитывать влияние твоей инфраструктуры на вот этот процесс, потому что даже если у тебя уязвимость удаленно эксплуатируется, и даже если есть эксплойт там в метасплойте, но при этом у тебя сервер находится где-то во внутренней сети, там за 3 фаерволами, и ходят на него только лишь системные администраторы, то тебе, наверное, проще как-то ввести некие компенсирующие меры и следить за тем, что же там делают такие администраторы, чем патчить эту уязвимость. Ну, абсолютно верно. Даже если мы просмотрим тоже на стандарт CVSS, там он состоит из 3 частей. Да? Там базовая метрика, временная метрика temporal и environmental. Метрика, то есть, зависит от среды. Да? И, в принципе, она должна учитывать вот эту среду. Да, в принципе, какие-то уязвимости, даже критичные, могут быть совершенно неэксплуатируемые внутри вашей конкретной организации. Вот это тоже нужно каким-то образом учитывать. Но и даже мало того, что просто вопрос приоритизации, просто вопрос детекта – это тоже большая проблема. Да? Если для какой-нибудь Linux-системы, я обычно говорю, что проще всего искать уязвимости там, для CentOS. Потому что если там все приложения ставятся из репозитория стандартного, ты просто берешь версии пакетов, которые установлены, берешь версию дистрибутива и дальше по бюллетеням безопасности смотришь, ага, там написано в бюллетене безопасности уязвимы все версии меньше вот такой-то версии пакета. И ты, по сути, вот делая эти сверки,
получаешь список уязвимостей на выходе. Просто с номерами CESA, CESA, вот идентификатор уязвимости, и полное ее описание. Очень просто. Можно такой сканер сделать, самому. Можно не делать самому, можно пойти там на walners.com. Там существует, да, на правах рекламы, всем привет. Вот, там существует возможность загрузить список своих пакетов, установленных на сервере, указать версию дистрибутива и получить список уязвимостей. Это можно делать через графический интерфейс, а можно через API. То есть можно автоматически закидывать на сервер Walners вот эту вот информацию, а на выходе получать список уязвимостей. Очень удобно. Но это вот просто сделать там для Linux, например. А попробуйте сделать такое же для Windows. Да? Там в Windows, конечно, есть система собственных обновлений, да? Security обновлений, но есть же куча софта, которые просто устанавливаются, как там, экзешник скачал, установил, да, вот, и на самом деле вот собрать информацию по всем вот уязвимостям вот этого софта, который устанавливается не централизованно, это достаточно большая проблема вот для разработчиков сканеров уязвимости. Я так перехожу, с сканером уязвимости, что вручную делать сложно, да, вот эти операции, поэтому давно существует класс продуктов, которые занимаются, собственно, специально детектором программных, программно-аппаратных, да, потому что они могут поставляться в виде апплайенсов железных, могут в виде виртуальных машин, могут в виде просто установленного софта. Сейчас это уже как вам удобно, так и сделают. Вот. И по сути, что делает этот продукт? Да, он по каким-то косвенным признакам, или не очень косвенным, он говорит, какой софт установлен на том или ином сетевом хосте, вот, и какие уязвимости есть для этого софта, показывает. Он может делать это вообще не имея никаких данных для аутентификации, он просто смотрит, какие открыты порты, говорит, ага, вот эти открытые порты характерны там для операционных систем семейства Windows, и пытается соединиться по открытым портам, смотрит баннеры сервисов, если они есть, и говорит, ага, этот баннер характерен там для такого-то версии, такого-то софта. Вот. И она уязвима. Да, и по своей базе смотрит, ага, и мы знаем, что вот этот вот софт, он уязвим. И показывает, что да, вот есть уязвимость. Ну, конечно, наиболее лучшие вот результаты показывает сканер уязвимости, когда ты ему даешь учетную запись, с которой он проходит аутентификацию на узле, как пользователь, выполняет какие-то команды, собирает какие-то данные, дальше их анализирует и делает полную инвентаризацию системы, в том числе и уязвимости. Вот, и это как бы такой стандартный инструмент для безопасника, который занимается анализом уязвимости в своей организации. То есть, по большому счету, по сути, все коммерческие сканеры уязвимостей, они могут различными методами собирать информацию о том, какое у тебя программное обеспечение установлено, какая версия и какая версия операционной системы, но все равно наиболее достоверный способ – это собрать именно информацию по версиям. И сделать это, имея какие-то административные полномочия на машине. То есть не по баннерам именно собирать, не по косвенным признакам, а все-таки непосредственно операционной системы и непосредственно у программ спрашивать, какая у них версия. Ну, по сути, это да, но я бы сказал, что существует ряд проверок, которые круче, чем, просто сравнение по версиям, которые ты собрал с системы. И это проверки, которые пытаются проэксплуатировать уязвимость. Так. Вот эти вот проверки, они вот самые хорошие, потому что ты направил на хост и там получил рута, грубо говоря, при хорошем но при этом это, наверное, еще и сложнее всего реализуемо в сканере, ведь нужно, по сути, написать эксплойт под каждую уязвимость. По сути, да. Причем такой эксплойт, который не нарушит работу самого этого сервера или там рабочей станции, потому что если сканер начинает класть, сервера, в общем, не поздоровится, производитель этого сканера. Поэтому, конечно, вот
задача разработки вот этих вот проверок, она наиболее сложная. И нужно понимать, что вот почему нельзя, например, купить сетевой сканер там, за большие даже деньги. Они обычно стоят дорого, потому что стоимость сканера привязывается к количеству IP-адресов. Ну, практически у всех enterprise решений. Чем больше IP-адресов сканишь, тем выше, короче, поднимается цена. Да, но это, наверное, те enterprise решения, которые рисуют тебе различные графики, там отчеты, правильно? Ну, а эти же enterprise решения начинают рисовать тебе графики, отчеты, потому что считают, что это очень важно. Что, ну как, у всех дашборды, давайте у нас тоже будет дашборды. У всех тикет трекинг встроенный, давайте у нас тоже будет трекинг. Вот. Не скажу, что я большой поклонник этих всех свистелок, которые встраивают сканеры, но вот считается, что это должно быть. И поэтому вот стоимость как бы продукта большая, поэтому у того человека, который одобрил покупку, у него идея такая, что вот есть у вас сканер, мы вам купили сканер, товарищи безопасники, используйте сканер. Он должен искать все уязвимости, если его правильно использовать, то вообще проблем с vulnerability management быть не должно. Ну, послушай, ведь по сути-то сканер, он только находит уязвимости, правильно? Он их еще не закрывает, то есть первая задача это найти. Но проблема в том, что он и не находит все. То есть декларируется, что они, конечно, находятся все. Там любой маркетинговый отчет посчитай, там производители сканеров. Проблема-то в чем? Ну, или там запроси информацию, какие системы поддерживаете? Мы поддерживаем все системы. Мы поддерживаем все, мы умеем все. На самом деле проблема в том, что уметь все невозможно. Уметь все невозможно, когда в том же разработчике сканеров, во всех, да, там есть отдел, который определяет, там, менеджеры определяют, что вот эти вот системы мы поддерживаем, потому что они встречаются там у 90% наших энтерпрайзных клиентов, которые платят большие деньги. Мы их поддерживаем хорошо. А вот эти вот продукты мы не очень хорошо поддерживаем. Ну, как минимум, мы не будем писать для них эксплуатабельных вот этих вот эксплуатирующих проверок, потому что они там используются там вот только у домашних пользователей. А домашние пользователи не покупают наш enterprise продукт, поэтому мы не имеем. А если вы там на этапе там, становления компании вдруг использовали какие-то роутеры, например, из домашней серии, да, ну и они у вас используются, и в этих роутерах нашли какую-то критичную уязвимость, прям критичную, да. А вот enterprise продукт, который вы используете для детекта этих самых уязвимостей, он не найдет эту уязвимость. Почему? Потому что просто неинтересно поддерживать вот эти роутеры, да, и уметь искать в них уязвимости. Потому что очень небольшого числа клиентов это используется. И поэтому вы будете писать в поддержку вендору, разработчику сканеров уязвимости. Как же так? Почему вы не детектите? Они будут говорить: ваше мнение очень важно для нас. Ну, то есть, смотри,